Я вспоминаю еще эту книгу «Дивный новый мир», Хаксли, по-моему, называется, да, по-моему? Да, да. Да, и вот это, казалось бы, все, что он предсказал в этой книге, оно начинает сбываться тоже на наших глазах, по большому счету. Ну, потому что это же были планы Евгеников, Да. который разрабатывал его брат Джулиан Хаксли. Мгм. Вот. Причем, понимаете, вообще я сейчас вот прочитала книгу Лысенко, категорически всем советую, Мгм. Лысенко, автора Овчинникова, в которой показано, что академик Лысенко был, наверное, после Сталина, да, вот самая главная фигура, которой они, если больше всего грязи, это Сталин, а потом Лысенко. А почему? А потому что именно Лысенко выступал против Евгеники. Они ему приписали много всего и оболгали его страшным образом. Мгм. Оболгали фактически ему с головы до ног, причем все совершенно извратили. Во-первых, он не был против генетики. Вот. Во-вторых, он не принимал участия никаким образом, да, ни в каких подавлениях или в преследовании генетиков. Нет никаких свидетельств. Более того, есть другие свидетельства, да, что он категорически в этом не участвовал. Но не в этом даже дело, а в том, что он выступал против... Шли научные споры, да, были научные споры. Это была научная дискуссия, которая как раз их оппоненты мичуринской биологии попытались использовать, то есть превратить в политический. И очень сильно вейсманисты, последователи Эйсмана и Авилова Пуши, да, они применяли политические приемы, да, технологии для того, чтобы мичуринскую биологию уничтожить. Но тогда вот не получилось, произошло уже после смерти Сталина. Я что хочу сказать, что это произошло именно потому, что они выступали против Евгеники, потому что весьманисты под видом генетики, они продвигали генетические идеи. И вот в этой книге замечательно показано, да, их планы, проекты, то есть если бы этот проект действительно реализовался, то уже давным-давно было бы то, что наш сейчас. Мгм. Вот, потому что советская Россия в 20-е годы, в силу того, что создавали нового человека, строили новое общество, здесь были различного рода эксперименты, троцкисты здесь, конечно, разошлись по полной программе, пока их не остановили вот и в начале 30-х годов, и в 1936 году, помните, мы с вами говорили про образование, педагогия – это тоже евгенический проект, вот она была в 1936 году запрещена. Ну и под это дело стали и убирать Евгеника, потому что там были страшные, правда, они исходили из того, что одни люди генетически предрасположены, да, потому что вы быть умными, другие нет. Поэтому с этими элементами, которые нет, с ними их нужно просто как бы куда-то отстранять. Снять. Были даже проекты собрать большую базу спермы, да, выдающихся, да, ими осеменять советских женщин. Много всего было. Причем эти проекты лично Сталину направлялись. Сами понимаете, вот, что можно было об этом подумать. Так вот, я это к тому, что именно тогда вот эта Евгеника, она проявила себя полную силу. И самое интересное, что противники мичуринской биологии, которые исходили из того, что условия, для внешних условий, они могут изменять, да, генетику, и это было доказано, они это все привели, так сказать, в своих работах. Вот, не предопределено все некой там матрицей или хромосомами, потому что Лысенко не был, естественно, против генетики, против наследственности. Он говорил, что не только через хромосомы наследственность, да, то есть передается. Так вот, самое интересное, что использовали против мичуринской биологии тогда, особенно это было после уже Великой Отечественной войны, когда мы с Америкой как бы дружили, использовали авторитет Джулиана Хаксли, ведущих американских евгеников. Более Мгм. того, они их подключили к этой мичуринской антилысенковской кампании, и они там писали статьи заказные, вот, которые потом передавали сюда, показывали советскому руководству, посмотрите, значит, Лысенко выступает против мировой науки. А вся наука была фактически в руках Евгеников. Вот, просто тогда Джулиан Хаксли, который возглавлял генетические центры, он после Второй мировой войны, как мы знаем, возглавил ЮНЕСКО и стал называть себя генетиком. Вообще, так сказать, все эти исследования, само понятие Евгеника, скомпрометированное в нацистской Германии, оно ушло, вместо него появилась генетика. Вот. Но прекрасно понимая суть происходящего, сталинское руководство тогда не вошло в ЮНЕСКО, мы это много раз подчеркивали, да, вплоть до смерти Сталина мы туда не входили, потому что ЮНЕСКО – это наука, культура, образование.
Вот такие дела. Поэтому сегодня, конечно, все эти проекты Хаксли, это реально были проекты, это не были какие-то прогнозы, да, или футуристические, там, антиутопические вещи. Они реализуются в полную силу, потому что теперь никаких преград нет, никакой силы, которая бы сейчас выступала открыто против трансгуманизма и против евгеники. Вот за традиционные ценности, да, но мы еще раз говорим, а что такое традиционные ценности? Это понятие очень относительно, потому что для каннибалов поедать людей – это тоже их традиционная ценность, да, причем сколько веков они это делают. А вот открыть четко, ясно против трансгуманизма, против евгеники, сейчас вот такой реальной, да, серьезной силы нет. Открыто, конечно, это все не продвигается, вот, но по сути это все, да, трансгуманистические проекты. Спасибо, Господи. Олечка, очень интересно было тебя вот так слушать. Я понимаю, что тут еще настолько объемная такая тема, глубинная тема, и оказывается, она еще идет в советскую эпоху, как-то перекликается. Ой, конечно, это еще оттуда, причем это идет еще сначала, потому что в России, в советской России евгеника была очень популярна, очень, особенно в 20-е годы. Были институты, центры, ассоциации, издавались книги, журналы. Вот, повально, так сказать, да, все этой евгеникой увлекались. Почему педагогия, да, она тоже процветала вплоть до начала 30-х годов, когда исходили из того, что ребенку нужно измерять IQ, и этот IQ будет определять уже твою судьбу. Очень занимались педагоги и психотехники. Вот, поскольку оценки были отменены, то вводились это тестовые системы, как сейчас. А эта тестовая система, она под видом знаний, то есть под видом оценки, значит, интеллектуальных способностей, вот этого IQ, методики измерений, которые тоже были взяты с Запада, они на самом деле устанавливали уровень знаний детей, а поскольку вся школа, да, традиционная школа, она тогда была ликвидирована, вот, и далее, поскольку они отбирали, у одних детей были одни возможности, у других другие, дети из крестьянских семей, тогда сколько дала, большая часть населения, да, из рабочих семей, они, конечно, не имели таких возможностей, как дети из интеллигенции, ну и, соответственно, им прописывали, то есть на них ставили уже соответствующие критерии, да, умственно отсталый, недоразвитый. И если бы тогда это не остановили, то мы бы имели сейчас уже давным-давно, наверное, такую совершенную модель евгенического общества. То есть только сейчас вот можно, для себя как бы, да, я все больше и больше осознаю, действительно, какова была заслуга нашего народа тогда, что сделал Сталин, который смог выразить интересы, глубинные интересы народа. Вот это, конечно, только сейчас вот я как бы начинаю оценивать. Именно в этом плане, в какой цивилизационный проект должны были реализовать. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что тогда Советскую Россию рассматривали именно как экспериментальную площадку, благодаря тому, что троцкистский проект, он должен был реализоваться. Да, и Троцкий был очень силен, Троцкий, вот это вот его партия. Поэтому благодаря его влиянию фактически во всех сферах, научной, культурной, именно последователи троцкизма, они могли реализовывать свои проекты.